Джим продолжил прогулку, смеясь над тем, как развлекается его собака и дыша приятным воздухом и наслаждаясь щебетом птиц. Однако Джимми что-то остановило, он почему-то стал беспокоиться за тех бобров, задумываясь о том, что им нужна помощь. Интуиция не подвела его, это был вовсе не бобер, а собака, которая от хвоста до головы была покрыта липкой грязью. С Bittrex 24 не теряй клиентов, отслеживай сделки, повышай продажи и средний чек. Собака устала и сильно испугалась, поэтому громко лаяла на всех, кто пытался к ней приблизиться. Она понятия не имела, что люди пришли, чтобы помочь ей. Ей было больно, а на нее могла двигаться и совершенно не хотела, чтобы кто-то прикасался к ней. Спасатели не знали, что предпринять, так как пес был агрессивным и пытался кусаться. В итоге, люди обернули вокруг головы пса рубашку, тем самым обезопасили себя от укусов. Человек, который играл главную роль в этой спасательной операции, обвязал тело измученного животного и протянул конец веревки полицейскому. Однако, когда представитель закона осторожно потянул веревку, собака не сдвинулась с места ни на сантиметр. Она серьезно увязла. Наконец, словно подводная лодка, поднимающаяся со дна океана, измученная собака постепенно начала освобождаться от грязи, а впоследствии выскочила из трясины, как пробка из бутылки. Наконец-то животное выбралось на сушу. Она просто лежала на земле, не двигаясь, еле дыша. Она была слишком напугана и измотана для всего этого. Однако на этом проблемы еще не закончились. Ветеринар обследовал пса и не нашел серьезных травм, но полицейский предположил, что его сбили машиной и от полученного удара собака скатилась с холма в грязь. Люди быстро укутали трясущееся животное в одеяло и заставили его высохнуть и согреться. Спасатели прозвали его медвежонком Тедди из-за пушистой и длинной шерсти. Но поведение собаки было непредсказуемым. Фактически ей удалось укусить одного из спасателей, прежде чем она поняла, что ей пытаются помочь. Затем его отвезли к ветеринару в специализированный центр, где провели тщательный осмотр. Медики установили, что псу около 8 лет и она страдает от ожирения. Получается, что медвежонок Тедди имеет хорошего хозяина, который даже перекармливает его. Но почему тогда он оказался один на улице? После долгих раздумий и переживаний, мужчинам пришлось принимать окончательное решение о судьбе Тедди. Если они отправят пса в приют Broken Arrow, то его, скорее всего, усыпят там. Их приют, как и многие другие по стране, был переполнен. Почти каждый день в них усыпляют старых собак, чтобы на их место поселить новых. К счастью, о потерянном псе узнали сотрудники Оклахомского альянса помощи животным. Эта благотворительная организация специализируется на поиске новых хозяев для потерянных животных, и они согласились взять медвежонка Тедди под свое крыло. Но и на этом приключения для спасенного пса не закончились. Поскольку пушистый Тедди укусил одного из спасателей, местное законодательство предусматривает помещение животного на определенное количество дней в так называемый карантин. Специальное место, где медики убеждаются, что у него не обнаружится бешенство. Ему давали болеутоляющие средства, чтобы псу было легче справиться со своими травмами и синяками. Персонал благотворительной организации с любовью относился к Тедди. Очень быстро они убедились, что под грубой, агрессивной внешностью скрывается плюшевый мишка. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.